Практический скетчинг на салфетке. Смотрите, нарисовано за чашкой кофе и пироженкой. Это бумажная салфетка из булочной Вольчика. Классная булочная. Постоянно там заседаю, рекомендую. Это как крафтовая бумага идет на подносе с пироженкой. Я сижу, у меня утро, я думаю над проектом. У меня есть кофе, пироженка, вокруг там атмосфера Петербурга. Я очень люблю атмосферу кофейников. Я сижу, лениво попивая кофе, делаю небольшой скетч по проекту. Мне даже не нужно вытаскивать, растопыривать мой скетчбук. Потому что эти салфетки и выглядят хорошо. Ну, потому что это как прозрачный крафт. Нет, калька. Точно, это же как калька. Она полупрозрачная. Очень удобно. Ну, конечно, я взял ручку, лами. И для жирных штрихов взял Calligraphy Pen. Вот такой у меня. Нужно новый покупать, этот уже заканчивает. Или нужно купить микрон. Все-таки, наверное, куплю микрон. У него шире пишущий стержень. Тут 1,5 миллиметра, у микрона вроде бы 3. Ну и начинаю лениво набрасывать. Пью кофе, делаю часть эскиза. Сижу, думаю, немножко туплю, немножко смотрю за окно, немножко поглядываю на симпатичных посетительниц кофейника. Все это дает другую импрессию, другое вдохновение, чем если ты сидишь или в комнате, или в кабинете, или в офисе, в привычной атмосфере. Но если ты вытаскиваешь себя за уши в какую-нибудь непривычную чуть атмосферу, то мозг работает легче по-другому. Поэтому я частенько для того, чтобы думать над проектом, иду в город и большей частью в центр. Почему центр? Потому что там много превосходных домиков, которые сделали превосходные архитекторы. И они как будто бы тыкают мне в лицо этой невероятной красотой. Вот мы сделали, а ты, да что ты сделал? Я такой, мне нужно думать сильнее, мне нужно думать сильнее, мне нужно делать продукт лучше. Это вот то, как стимулирует меня город. Превосходный, великолепный город Санкт-Петербург. И поэтому я стараюсь как можно меньше сидеть в немножко таких ограниченных условиях, а менять для себя локацию и думать о проекте в разных местах. Это работает. Ты отдыхаешь. Ты как будто бы отдыхаешь в этот момент. Если тебе нужно думать большую историю, симпатичную, красивую большую историю, я иду в центр, например. Это биржа, растральные колонны, рядом с Адмиралтейством набережная, Петропавловка. Там огромное количество великолепных мест, куда ты можешь засесть, видеть всю огромную панораму города, видеть это перед глазами и делать свой проект. То есть вот то, что ты видишь, оно задирает твой уровень нормы. Понимаете? Задирает. И ты уже не можешь думать плохо. Ты не можешь думать хреново. Ты должен думать хорошо, потому что у тебя перед глазами великолепнейшие продукты. И тебе просто стыдно. Становится стыдно думать слабо. Посмотрим, что на листике. Вот это все про одну и ту же структуру. Это одни прикидочки, это другие прикидочки, это третьи прикидочки. Немножко записей, пометок, пояснений. Вон, видите, что я сразу же ввожу на вот этой вот осмыслительной стадии. Вот мои вводные. Вот такими корявками могу думать. Мне, в принципе, достаточно. Из таких корявок мне более-менее все понятно. И это то, что было в скетчбуке. А вот то, что на листике. Рассматриваем подробно. В самом кофейнике я немножко стеснялся это все поснимать, потому что люди смотрят, мне рисовать нормально, а вот снимать немножко неловко. Ну вот можно посмотреть, что было нарисовано. Это структура домика с арочной структурой ока, структура ритмов и объемов деревьев, которые рядом с ним стоят. Это разрез. Что важно понимать, это разрез примерный. То есть, когда сравнивать придется с реальной ситуацией, там, конечно, все изменится. Я все эти вещи подвину и скорректирую. Но мне будет что двигать и что корректировать. Потому что основная большая стратегия у меня будет сформирована. И инструменты для ее реализации будут уже готовы. Поэтому вот это средство для осмысления и вырабатывания концепций. А потом, когда все это приходит в привязку к местности, то это все легко откорректировать, потому что у тебя выработана большая сильная история, которая работает, потому что ты ее нашел. Это интерпретирование истории со склоном простыми функциональными сооружениями, которые могут быть в виде площадок на сваях, в минимальной реализации, когда денег не очень много, или в виде павильонной структуры, которые сохраняют также функцию площадок, но приносят сюда также возможность иметь виды на противоположный берег, а там превосходные виды, и защищенных от осадков помещений. И вся эта структура гармонично и ритмично работает от начала до конца. Как сама структура домика, переходящая в минимальном виде в эти павильоны, либо площадки, и переходящая в историю с причалом. Небольшое озеро, которое там присутствует. Структура единая, простая, денег не очень много. Пространство рубится ритмично и круто. Вид сверху в плане это еще нужно очень-очень сильно думать. Но как рабочие моменты мне достаточно. Я очень доволен тем, как я провел эту чашку кофе и пироженку. Это про идею проекта, а про бумагу она такая вот, как будто бы калька прозрачная. Вот, на ней же круто, наверное, рисовать сверху. Делаешь внизу какой-то эскиз, накладываешь и корректируешь. Но вот такие классные бумажные салфетки продаются в этом Вольчике. Как, например, Лами рисует на ней. Вот, посмотрим. Ну, в принципе, я там уже в видео кофейника показывал. Ну, вот таким образом. Неплохо все ложит. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так бумага принимает штрихи. Мне нравится. Вот так бумага принимает жирные подчеркивания. В принципе, неплохо. Про вопрос насквозь. Ну, вот так насквозь. То есть чернила насквозь не прошли, но потому что бумага прозрачная, естественно, с другой стороны все прекрасно видно.
Вот парадная сторона, вот обратная сторона. Что я буду делать? Наверное, каким-то образом приклею скетчбук. Почему нет? Будет у меня как этот скраббукинг. Вот сюда присобачу на клей и будет клево. И как, например, на прошлых структурах. Скетчбук предполагает это. Вот такая проектная история. Простое и симпатичное рисование. Ясное донесение проектной идеи. Симпатичной графикой. И с довольно понятными пояснениями. Ну, если мне хочется немножко эстетики, то вот эстетика. Это Тайбер Исланд в Риме. Но вот это уже рисовалось пером, звездочкой и тушью. Блин, я давно не был в Риме. Ну что же это? Уже очень-очень-очень-очень хочется. Прям очень. И говорят, что важную роль этот остров играет в игрушке Assassin's Creed, если ничего не путаю. Ну, вот тоже часть проектной истории. Все простые, понятные, симпатичные штуки. Ну вот тоже еще. И даже вот, например, как выглядят простейшие домики. Я там сделал десяток уродков, наверное, в ТикТоке. Потому как рисовать простейшую структуру. Ну вот как она работает в проектной истории. Где я посерьезки разбирал, как может работать в ритме и в больших формах одна из идей проектов. Ну вот как текст работает с графикой. Вот текст, вот графика. Это Кампо Санте-Стефано. На это я разбираю, как работать будет структура, которую я делал для какого-то проекта. Так это все соседствует. И для того, чтобы делать так, даже, может быть, скетчбука не нужно. Достаточно салфетки из кофейника и пары ручек. Может быть, даже одна ручка. Все. Для того, чтобы я делал проектную идею, больше ничего не нужно. Дальше в рабочку упираясь нужно будет. А для того, чтобы я делал большую историю, основную, основополагающую историю проекта, вот я могу и этим обойтись легко. Потому что у меня такая школа. Я думаю, если вам тоже нравится такой подход, то вы его тоже используйте, тоже практикуйте. Вот эти вот скиллы рисования скетчинга, быстрого рисунка, они очень-очень полезны. Особенно в наше непростое время. Вы остались без всякой электроники? Да блин, нет проблем. Главное, что всегда может быть кофе. Я надеюсь, с кофе не будет никаких таких трудных. Хотя может быть. Буду пить чай. Это драматично, но буду. Я думаю, если вы используете такие штуки, то вы сильны. Трудно отнять у вас силу. Трудно вас заставить ограничениями, давлением, манипулированием. Трудно вам навязать чужую волю. Вы должны быть сильны и независимы, я думаю. Уроки по такой графике в описании к видео. Мой сервис Boosty, там все пошагово. Используйте, учитесь, подписывайтесь. Тут крутейшие плейлисты из моей путешественнической и итальянской истории. А меня зовут Эдуард Кичигин. Всем хорошего дня. Чао-чао. Пока.